Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и это снова видео про новинки нашего магазина. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что если вам необходим какой-то товар с магазина Lancaster Archery, вы можете обратиться к нам, и мы вам поможем с его получением. Ведь каждое 15 число каждого месяца мы составляем общий сборный заказ в этом магазине. И мы начинаем. Первое, о чем я сегодня расскажу, это такая защита для пипсайта PipGuard Black, что переводится как защита для пипсайта черная. И, собственно, как следует из названия, нужна эта штука для защиты вашего пипсайта от попадания пыли, грязи, влаги и прочих каких-то загрязнений. Работает все довольно просто. Аксессуар представляет из себя такой вот резиновый цилиндр, на который можно просто нажать для того, чтобы он раскрылся, надеть его на тетиву с пипсайтом и забыть о волнении, о сохранности вашего пипсайта. И это на самом деле может быть очень актуально для людей, которые используют пипсайт с линзой, ведь если на линзу попадет там хотя бы минимальная капелька влаги, убрать ее довольно трудно. Можно попробовать ее выдуть, но тогда пипсайт запотеет и нужно будет как-то бороться уже с запотеванием пипсайта, линзы в пипсайте, а с этим аксессуаром о подобных волнениях вы можете забыть. Штука на самом деле удобная, несмотря на свою тривиальность. Дальше у нас идет смазка для направляющей арбалета от Excalibur, всемирно известной фирмы-производителя арбалетов из Канады. Смазка немного увеличивает скорость вылета стрелы и значительно сокращает износ тетивы. Особенно актуально это для мощных арбалетов, потому что нередки случаи, когда после первых выстрелов очень отчетливо ощущается запах гаря, когда тетива трется направляющую. С помощью этой смазки мы сможем этого избежать и, соответственно, продлить срок службы своей тетивы. И опять же, производитель не дает нам сомневаться в качестве этой смазки, она на силиконовой основе и прослужить должна довольно долго. Также там довольно удобный тряпичный аппликатор, с помощью которого вы эту смазку, собственно, и сможете нанести. И опять же, что не может не радовать, это объем этой смазки, потому что в отличие от тех маленьких тюбиков, которые кладутся в комплект с арбалетами, этого объема, я уверен, хватит надолго. Следующий в списке – это специальный инструмент для срезания перьев со стрелы от Boning. Выполнен он из пластика с металлическим лезвием и позволяет срезать не только перья, но и рубашки, не задевая при этом стрелу. Лезвие на инструменте заточено с двух сторон. Торцевой частью удобно срезать перья со стрелы непосредственно, а той частью, которая сбоку, она немножко пошире, очень удобно зачищать уже от остаточного клея и от того, что в принципе осталось после того, как вы срезали перо. Пластик на нем в принципе выглядит и ощущается довольно добротно, то есть нет каких-то сомнений, что она сломается после первых двух использований. Ну и фирма Boning давно себя зарекомендовала как довольно надежного производителя аксессуаров. Ну и последнее, наверное, что можно отметить об этом инструменте, на нем присутствуют упоры как сверху, так и снизу, так что я думаю, при любых действиях нету риска, что ваши пальцы сорвутся и попадут на лезвие. Следующая новинка нашего магазина – это релиз UltraView Hinge 2 и весьма занятные аксессуары к нему, но о них попозже, сначала о самом релизе. И встречает нас вот такой вот черный матовый красавец на бархатной подложке. Hinge 2 представляет из себя поворотный релиз Back Tension с микрорегулировкой хода и щелчка. Этим, кстати, он похож на релиз Executive, у которого есть подобные же микрорегулировки. Для, собственно, осуществления этих настроек в комплекте с релизом есть специальный шестигранник, лежит в коробочке на той же прекрасной бархатной подложке. Даже есть специальное отверстие для его крепления в этой подложке. В отличие от многих поворотных релизов с возвратным механизмом, где работа этого механизма обусловлена резинкой, здесь от резинки отказались, и ее роль выполняет магнит, что, соответственно, повышает срок службы самого релиза и удобство при его использовании. Релиз весьма удобно лежит в моей весьма средней руке, размер релиза medium в данном случае. В комплектации, так скажем, из коробки он предназначен для стрельбы с использованием 3 пальцев. Но если вы привыкли стрелять, используя 4 пальца или 2 пальца, то и здесь этот релиз может вам угодить с помощью следующих аксессуаров. И говоря об аксессуарах для релиза Hinge 2, мы плавно переходим к нашим следующим новинкам. Это специальные крепления для этого релиза. Разработаны они были компанией UltraView специально для охотников. И что из себя представляют эти крепления? Устанавливается накладка довольно просто. Мы откручиваем с релиза упор под безымянный палец и крепление под бочонок. Бочонок, кстати, в комплекте не идет.
И на их место устанавливаем вот эту накладку. Перепутать расположение невозможно, потому что вырезы на самом релизе, которые образуются после того, как вы снимете с него обозначенные элементы, в точности совпадают с выступами на самой накладке. То есть как-то по-другому, неправильно вы его установить просто не сможете. Для чего все это нужно? Повторюсь, компания UltraView заявляет, что разработала этот аксессуар специально для охотников. И что же может быть здесь полезно именно для них? И как известно, для охоты чаще всего используются запястные релизы, во многом благодаря тому, что они просто сидят у вас на руке и не нужно думать о его местоположении. Как, например, с Т-образными релизами, с которого вы выстрелили, дальше его нужно убрать в карман, куда-то переместиться, выстрелить еще раз и так далее. Здесь эту проблему решили специальным креплением. Отверстие здесь выполнено специально для крепления этого релиза к руке. То есть решает проблему, как раз таки, которую раньше решали запястные релизы. После выстрела можно спокойно бросить релиз, и он останется на вашем обмундировании, никуда от вас не убежит. Что немаловажно, устанавливая этот аксессуар на сам релиз, отверстие для веревочки будет расположено ровно по центру масс. То есть, если мы еще не собираемся стрелять, но только готовимся к этому, и релиз у нас просто висит на руке, висеть он будет не как-то вот так, куда-то там перевешивая в одну из сторон, а будет висеть ровно. То есть вы можете легко его сразу взять, растянуться и сделать выстрел, убив ни в чем не повинное животное. Также на каждой из этих накладок есть специальный упор под большой палец, который по сути заменяет бочонок, которого в комплекте с релизом нет. И как утверждают производители, такая форма этого упора, в отличие от того же бочонка, не будет цепляться за вашу одежду и призвана еще больше увеличить комфорт от использования этого релиза. Накладки существуют в 3 вариациях для использования 2 пальцами, 3 и 4. На 2 и 3 пальца вы можете видеть в этом видео, на 4 мы, к сожалению, сейчас не заказали, но если вам нужно, то вы можете к нам обратиться, и мы привезем именно под вас. Ну и последнее, что можно сказать об этих накладках, несмотря на то, что основной упор идет на охотников, для спортсменов они тоже могут быть весьма интересны, потому что они банально увеличивают вес релиза. А как известно, вес это хорошо, вес это надежно, и многим это нравится. Тяжесть это хорошо. Тяжесть это надежно. Даже если не выстрелить, таким всегда можно врезать по башке. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск о новинках нашего магазина. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока.